Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф. Сегодня мы погрузимся в историю кулинарных традиций и расскажем о том, какие блюда, считавшиеся ранее пищей для бедных, стали настоящими гастрономическими шедеврами. Представьте себе, что некогда обыденные продукты в один момент превратились в символ статуса и роскоши. Вы узнаете, какие истории скрываются за этими превращениями и что помогло тому или иному блюду с крестьянского стола перекочевать на столы богачей. Мы покажем вам блюда, которые раньше считались синонимом бедности, а сегодня они являются признаком роскоши. Уверяем, здесь будет очень вкусно и познавательно. Так что садитесь поудобнее и давайте начнем наше увлекательное путешествие по миру деликатесов, которые раньше были составляющей крестьянского меню. Суши и роллы. Что такое суши, знают даже те, кто их никогда не ел. Это одна из первых вещей, которые приходят в голову, если вы попросите кого-то рассказать, что они знают о Японии. Сегодня суши чрезвычайно модная и относительно недешевая еда. Но так было не всегда. История возникновения суши берет начало в Южной Азии, где вареный рис стали применять для приготовления и консервации рыбы. Очищенная и разрезанная на небольшие кусочки рыба посыпалась солью и смешивалась с рисом, после чего помещалась под пресс из камней, которые через несколько недель заменялись крышкой. Так рыба проходила процесс ферментации и оставалась пригодной к употреблению в течение года. Рис, кстати, не ели, а выбрасывали, потому что он превращался в клейкую и вонючую массу. Рыба после такой консервации тоже имела неприятный запах. И ели ее в основном бедные рыбаки, которые не могли себе позволить свежий улов. Современные же суши и роллы получили признание у гурманов и появились в меню лучших ресторанов мира под конец 20 века. Благодаря холодильникам сырую рыбу теперь не ферментируют, а засаливают и подают со свежим рисом. Голубые сыры. Сыры с плесенью также имеют свою историю. Считается, что один из первых сыров этого вида, рокфор, возник в Южной Франции. По легенде, мальчик-пастушок увидел красивую девушку и побежал за ней, забыв про свой завтрак. Когда он вернулся через несколько месяцев, то обнаружил, что его сыр покрылся плесенью и приобрел новый вкус. На самом деле голубой сыр ели еще в античном Риме или даже раньше. Например, были даже найдены фекалии жителей Австрии бронзового века, которые подтвердили, что уже тогда люди питались заплесневелым сыром. Тогда он не был деликатесом, просто люди не имели другого выбора. Когда вам нечего есть, даже кисломолочный сыр, покрытый плесенью, становится ценным. Кстати, а вы знали, что вкус и аромат голубым сырам придают бактерии Brevibacterium linens? Именно они способны придать неприятный запах немытым человеческим ногам. Вот такая история. Икра. Икра, особенно черная, это один из самых роскошных и дорогих деликатесов, которые можно встретить на столе. Большинство людей могут позволить себе икру только по праздникам. Но задумывались ли вы о том, как эта роскошь пришла к нам? Всегда ли икра была деликатесом? Конечно же нет. Например, в 19 веке в США добывали так много осетровых, что икру подавали бесплатно. Как сейчас в некоторых заведениях стоят вазочки с конфетами. Хозяева развлекательных заведений считали, что икра провоцирует аппетит и заставляет посетителей заказывать больше алкоголя. Даже в Европе черная икра не была деликатесом, и до 16 века ее ели только простые люди, а дворяне ценили только мясо осетра. В Японии черную икру считали требухой и продавали по дешевке в Россию. И только когда чересчур интенсивный промысел осетровых привел к значительному уменьшению их популяции, продукт превратился из закуски для всех и каждого в лакомство солидных джентльменов. А по мере того, как богатые начинали проявлять к икре больше интерес, ее цена росла все выше. Лобстеры и омары. Когда британские колонисты в 17 веке прибыли в Новый Свет, то на берегах своей новой родины они обнаружили множество ракообразных, которых им попросту было некуда девать. Из-за непривлекательного внешнего вида омаров называли морскими насекомыми и тараканами. Их использовали для удобрения полей и как наживку для рыбы. Просто вдумайтесь, удобрением земли служили лобстеры.
Кощунство какое-то. Позже их статус чуть повысился. Омары стали кормом для скота, а также пищей рабов, прислуги, бедняков и заключенных североамериканских колоний. В истории даже были случаи, когда прислуга и заключенные жаловались, что их слишком часто кормили омарами. Бывало, дело доходило до суда, и омаровый рацион сокращали. Так, в течение долгого времени ракообразные считались пищей для бедняков. Но популярность омаров возросла и вызвала логичное сокращение их популяции. Примерно в 1880-х годах лобстеры начали исчезать, что привело к росту цен и улучшению репутации этого блюда. К началу Второй мировой войны лобстеры стали считаться деликатесом. Фондю. Блюдо под названием фондю появилось на наших столах благодаря швейцарским пастухам около 7 веков назад. Отправляясь на пастбище, деревенские погонщики брали с собой для перекусов самые привычные для них продукты – хлеб, сыр и вино. Через некоторое время сыр и хлеб черствели, а вино выдыхалось. Но у них был глиняный горшок и огонь, и выход нашелся сам по себе. Чтобы согреться и перекусить, пастухи начали плавить сыр, перемешивать его с вином и обмакивать туда кусочки черствого хлеба. Вскоре это крестьянское блюдо переместилось в богатые дома. Разумеется, для высшего света его готовили из лучших сортов сыра и вина, сопровождая богатым ассортиментом свежего хлеба. Сейчас классический рецепт фондю – это 2 вида швейцарского сыра – грюйер и эмменталь, растопленных в сухом белом вине. Примечательно, что само слово «фондю» имеет не швейцарское, а французское происхождение и в переводе означает «таять». Устрицы. Сейчас устриц подают во льду в дорогих ресторанах. Но раньше они были пищей для бедных. Просто богатым не приходило в голову, что можно есть подобную гадость. Будем откровенны. Устрицы – угощение на любителя. Тем не менее, люди употребляют устриц более 2000 летий, еще со времен Древнего Рима. После устрицы попали в итальянскую кухню, а оттуда во французскую. В 17 веке улицы Нью-Йорка были буквально завалены панцирями устриц, которых на ходу съедали представители рабочего класса. Одну из улиц на Манхэттене по этой причине до сих пор именуют Пёрл-стрит. Устриц ели сырыми, готовили во фритюре в сливочном масле, в вине. Вплоть до начала 20 века устрицы были одним из главных продуктов для бедняков. Они заменяли ими мясо. Устриц поедали в огромном количестве, в основном жители США, Великобритании и Франции. Но беспрерывная охота привела к сокращению популяции. Устрицы стали дорогими и доступными лишь обеспеченному слою населения. Паэлья. Это блюдо родом из испанской Валенсии. Паэлья готовится из риса, подкрашенного шафраном с добавлением оливкового масла. Также в паэлью могут добавляться морепродукты, овощи, курица и даже колбаса. Сейчас это модный деликатес, подаваемый в ресторанах, но в Валенсии X века оригинальную паэлью готовили бедные крестьяне и фермеры. Но как появилось это блюдо? Если верить популярной гипотезе, то слово «паэлья» происходит из арабского слова «бакия», что означает «остатки». Ведь среди арабских моряков было принято смешивать остатки продуктов, которых не хватило бы на другое полноценное блюдо. За основу брали рис и добавляли разные морепродукты, которые в то время были уделом нищеты. Но есть и романтическая версия, которая гласит, что бедный рыбак ждал в гости свою возлюбленную и решил приготовить поесть. Для этого он собрал все продукты, которые были в его доме. А поскольку блюдо готовилось для нее, то отсюда и появилось название, что по-испански звучит как «параэйя». Улитки. На протяжении всей истории к улиткам в основном относились неодобрительно и считали их отвратительными. Тем не менее, улиток ели еще в Древнем Риме. Также говорят, что виноградные улитки спасли жизнь многим французским крестьянам во времена Столетней войны. В те страшные годы люди ели их только для того, чтобы не умереть от голода. Ради выживания любой бы съел что угодно, но когда война закончилась, французские повара смекнули, что улиток можно превратить в национальный бренд и выращивать вне естественной среды обитания. А поскольку этот процесс требовал немалых финансовых вложений, а сами улитки стали частью высокой кухни, то и цены на них поднялись довольно высоко. Но именно французская аристократия начала подавать их с ароматным сливочным маслом и превратила в деликатес. И в наше время улиток готовят в ресторанах французской кухни по всему миру. Пицца. Сегодня пиццу подают как в дешевых забегаловках, так и в самых дорогих заведениях.
Это распространенное и популярное блюдо среди всех слоев населения. Пицца появилась много веков назад. Она представляла собой запеченную с овощами и сыром лепешку и считалась пищей бедняков, так как готовилась из недорогих продуктов, была вкусной и сытной, для ее приготовления не требовалось много времени и специальной посуды. Блюдо входило в повседневный рацион древних египтян, греков и римлян. Конечно, тогда никто не задумывался, как бы сделать ее более изысканной. Все поменялось, когда пиццу попробовали итальянский правитель Умберто I и его супруга Маргарита. По какой-то случайности в качестве начинки для пиццы были использованы белая моцарелла, красные томаты и зелень базилика. Королевская чета пришла в восторг от блюда. Пиццу назвали Маргаритой в честь королевы. И блюдо стало визитной карточкой итальянской кухни. Угри. Если вы родились в средневековой Англии, то, вероятно, угри бы составили основу вашего рациона. В то время люди ели больше угрей, чем всей остальной пресноводной морской рыбы. Это была дешевая пища, которую можно было легко достать. Особенно популярным был пирог с угрем, а также заливной и фаршированный угорь. Более того, угри были настолько распространены в Англии, что их не только ели, сколько хотели, а ими даже платили арендодателям. Представляете? Известно, например, что к концу XI века ежегодно в качестве валюты использовались 540 тысяч угрей. Торговля ими была важной частью экономики вплоть до XVI века. Невероятно! Как вы могли догадаться, массовый вылов этой рыбы привел к тому, что она стала редкой и дорогой. Популяризация суши вернула угри на столы, но, конечно же, не в тех объемах, как в старые добрые средние века. В наше время эта рыба считается самым настоящим деликатесом. На этом у нас все, друзья. Делитесь с нами в комментариях, какой деликатес из нашего видео является вашим любимым, а какой из них вы ни разу не ели, но с удовольствием бы попробовали.